Привет, народ. Грустно, конечно, это озвучивать, но осталось всего 2 выпуска шоу Мозгуона. После чего ждать очередной субботы нам больше не придется. Тем не менее, приятные события на этом, конечно же, не закончатся, особенно в жизни Дианы, а соответственно ее поклонников. Например, выход альбома, который уже окончательно дописан и теперь ждет лишь презентации. Как бы там ни было, заключительные выпуски шоу Мозгуона мы все равно досмотрим с большим удовольствием. На 8-й неделе Диана будет исполнять советскую песню, авторами которой являются знаменитые Николай Добронравов и Микаэл Таривердиев. Песня «Маленький принц» от юной принцессы. Но прежде чем мы начнем, хочу кое о чем сказать. Очень непростая ситуация с ограничениями вновь происходит. Какие-то концерты переносят, какие-то остаются на старых датах. Благо, хоть не отменяют. Но в ноябре и декабре у Дианы все еще будет немало запланированных мероприятий в разных городах России. Вот я буквально на днях побывал на первом. И знаете, песни шоу Мозгуона по телевизору хоть и безусловно выглядят круто, но я-то их прочувствовал на себе, вживую, и это было просто космически, скажу я вам. Да-да, народ, если вы купили билеты на один из ближайших концертов Дианы, скорее всего вас ждет то же самое. Так что смотрите, не смейте пропускать такую возможность. А если этот еще билет у вас не куплен, скорее в кассу или на сайт принимающего учреждения и обязательно восполните этот недочет. Еще пару слов скажу. Диана получила серебряную кнопку от Ютуба на днях, с чем ее, конечно, поздравляю, теперь уже визуально. Это, безусловно, приятный подарок. Но на недавнем концерте, который был просто великолепным, к Диане вышел пусть и не маленький принц, но маленькая девочка, которая подарила подарок, сделанный своими руками, и трогательное письмо. Диана их у себя показывала. Это ли не настоящая награда твоих трудов и отношения к жизни? Абсолютно заслуженно, Диан. Я, во-первых, за тебя искренне рад, а во-вторых, я тебе пожелаю, чтобы такие моменты и дальше тебя вдохновляли жить, творить, не обращая внимания на хейтеров. Потому что видишь, Диана, как ты всех вдохновляешь вокруг. Это должно быть взаимно. Ну ладно, поехали. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. В случае с Дианой существует такой момент, что когда она выступает, она начисто приковывает внимание зрителя именно к себе. Да, бывает, что сзади что-то происходит. Да, бывают дорогие постановки с яркими задниками, кучей спецэффектов, но они лишь слегка дополняют общую картину. А важнейшей фигурой на сцене все равно остается Диана. Выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Ветреным вечером смолкнут крики птиц, звездный замечу я свет из-под ресниц. Все потому, что даже без учета завораживающих артистических и вокальных данных, у нее есть, называйте как хотите, неподражаемая харизма, магия очарования. Даже когда она просто стоит, когда совершает легкие движения какие-то, когда улыбается, когда начинает петь, когда шутит или когда рассказывает что-то серьезное, хочется смотреть и слушать только ее. Тихо навстречу мне,
крайнему окна распахнуть. У Дианы просто запредельное количество энергии. Это особенно видно в обычной ее жизни. В ней столько энтузиазма, что его хватает на весь мир. Она заражает им каждого, с кем оказывается рядом. И через экран это тоже работает, ведь в этот момент мы как будто находимся на ее личном концерте. Являемся участниками этого представления, находимся в ее вселенной. В этот миг мы по-настоящему единое целое с ней. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник в сказочный путь. Она неисчерпаемый аккумулятор. Поклонники ждут каждую последующую субботу не только чтобы восхититься прекрасным зрелищем в ее исполнении, обогатиться эстетикой высокого искусства и так далее, но еще и чтобы напитаться Дианиной энергией. Энергия абсолютно разной, но никогда она не бывает негативной. Негативной в том смысле, что даже если ты после ее песен грустишь или плачешь, все равно ты чувствуешь внутреннее обогащение. Как это прекрасно. Диана выделяется своими перевоплощениями на сцене, что позволяет ей рождать порой настоящие шедевры. Песня «Маленький принц» совершенно простая, наивная, добрая, такая детская даже. Наверное, самая обычная из тех, что Диана пела на этом проекте. Но это не говорит вообще ни о чем. Ведь в своей простоте она при этом очень глубокая, по-настоящему человеческая и в то же время совершенно сказочная. Где же вы, счастья острова, где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные. Как бы прекрасен не был VR, а он безусловно прекрасен. Это технология, которая уже сейчас и в будущем еще с большим размахом помогает создавать абсолютно уникальные миры. Такие, в которых люди только могли мечтать оказаться. Это крутейший инструмент по созданию нужной атмосферы. И это настоящий труд порой тысяч людей. Но все же остается кое-что, что способно утереть нос даже этой технологии. Ходят слова, кто тебя выдумал, звездная страна. Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью. И это кое-что, это человеческая душа. И так как она, никакой VR не способен нарисовать ни один мир. Человеческую душу не заменить ничем. Ведь помимо создания всех этих божественных красот, она еще и вдыхает в них жизнь. Диана сейчас именно это и сделала. Она окунула нас в собственную Диана-вселенную, оставаясь при этом в облике обычной маленькой, хочется сказать, принцессы, на самом деле простой девочки, преисполненной добросердечностью, надеждами, мечтами. Я абсолютно серьезно. Прямо сейчас я не увидел никакой разницы между Дианой, которая есть на сцене, и которая обычно бывает в жизни.
И вы знаете, что такие песни мне больше всего греют душу от Дианы. И это здорово. Бьется волна. Браво, Дианочка. Браво. Это было так по-доброму, так красиво, так нежно. Твои исполнения в таком эмоциональном виде у меня в сердце занимают особое место. Большое спасибо. Песня совершенно замечательная. Она прекрасна сама по себе, что и неудивительно, зная, кто ее авторы. И Диана — это одна из тех людей, кому не надо ничего выдумывать, чтобы точно передать смысл и ее энергетику. У нее в собственном репертуаре есть похожее «На волнах судьбы». И она является одной из моих любимейших. Кажется, недавно я ее поставил в 3. Если вы являетесь новичком в творчестве Дианы, обязательно послушайте. Да, конечно, от Дианы ждут масштабов, ждут бомбических номеров с задействованием всего диапазона голоса и толпы посторонних людей. Но, Диан, пой такое почаще, пожалуйста. Оно у тебя получается как нельзя лучше. Народ, переходите на официальный канал Дианы, набирайте ей просмотров, оставляйте комментарии. Делайте все, что нужно, не мне же, как говорится, вас учить. Вступайте и в сообщество Дианомании, которое оказывает ей прямую поддержку. Ну а на следующей неделе мы с вами встретим финал проекта. И скажу от себя, что вас будет ждать некий сюрприз. Если так подумать, то в каком-то роде, возможно, и не один. Пока, народ. Увидимся. Ждите.